В одном из своих видео я вам обещал сделать обзор бензиновой пилы Хутор, которая у меня тоже есть в наличии, но я ей долго не пользовался. И вот сегодня тот самый момент, когда она мне понадобилась уже в работе. И если бы не эта пила, я бы, наверное, свою алычу так бы и не смог распилить. Слишком очень твердое дерево и толстые бревна, и электрическая пила, в общем-то, не справлялась. Итак, сделаем обзор пилы Хутор BS52. Урт, прекрати. Все. Машина-зверь. Пилит, блин, как по маслу. Конечно, помощнее, чем электрическая. Вот. Наверное, для таких бревен нужно все-таки брать бензиновую. Это точно. Бензопила Хутор, модель BS52. Данную пилу я приобрел в 2020 году, то есть в этом году весной, потому что для работы на предусадебном участке это, в общем-то, незаменимая вещь, так как нужно было очень много деревьев пилить, плюс по ремонту дома, сарай разрушить нужно было старый. И, в общем-то, как же жить в деревне без пилы? И вот была сделана покупка, и мы приобрели вот такую вот пилу. Приобрел я ее в Новороссийске, в Леруа Марлен магазине. Долго выбирал, смотрел отзывы, и чтобы это недорого было и не совсем дешевая пила, которая сломается буквально в первый день. И я остановил свой выбор на модели BS52. Производство это Китайская Народная Республика. В основном сейчас все делается в Китае, и особо тут удивляться нечего. Вот так выглядит эта пила. Как я уже говорил, у меня есть еще и электрическая пила, и сейчас, в общем-то, мне
уже есть с чем сравнивать. Итак, давайте поговорим о характеристиках пилы Хутор BS52. Мощность этой пилы. Значит, пила 2,8 киловатт мощность. То есть это 3,8 лошадиных сил. 8800 оборотов в минуту. И скорость движения цепи 17 метров в секунду. Бензобак. Вот здесь находится бензобак. И объем бензобака чуть больше пол-литра, 0,55 литров. Это объем. Я выбрал данную пилу. Значит, есть два варианта BS50, BS52. Я взял эту. У нее более длинная шина. Шина у нее 50 сантиметров длины. Значит, или 20 дюймов. Ну, 505 миллиметров, скажем так, длина. Да? И 20 дюймов это вот в другом измерении. Дальше. Звенья. 76 звеньев. Что касается веса. Вес этой пилы 7,5 килограмм. Про двигатель. Значит, объем двигателя 52 кубических сантиметра. Это вот по двигателю. Она, конечно, потяжелее, чем электрическая пила, но у нее есть и свои плюсы. Уровень шума. Значит, заявленный уровень шума это 105 децибел. Как я уже рассказывал про электрическую пилу, значит, у меня электрическая пила имеет 112 децибел шума. Честно говоря, я был немножко удивлен, когда стал сравнивать показатели шума. Я думал, что электрическая пила куда тише, нежели все-таки бензиновая. Оказывается, она чуть-чуть громче. Итак, значит, по пиле. Вот это место, это заливается масло сюда. Как я уже говорил, это бензин. Система включил, выключил. Это бензин подсос перед стартом. Ну и, значит, имеется две кнопочки, скажем, рычаг для того, чтобы запустить. Нужно два сразу нажимать. Сразу расскажу о недостатках. Значит, с чем я столкнулся. Когда я приобрел эту пилу, буквально, можно сказать, в первый-второй день работы у меня накрылся топливный фильтр. Вот в этом месте находится, когда вы заливаете топливо, стоит шланг резиновый, и на нем такой набалдажник из фильтра. Ну, аквариумисты знают, есть такие распылители воздуха, да, в аквариуме, чтобы пузырьки шли. Вот здесь такой же самый фильтр и стоит. Так вот, этот фильтр, он слетел с резинового шланга, и никак самому, скажем, поставить его не удалось. Ну, так как была у меня гарантия, был только приобретен, я вернулся опять в магазин, сдал ее, и мне без проблем поменяли. Через некоторое время, буквально через неделю, у меня опять случилось несчастье. После покупки, где-то после первого ремонта, наступил второй ремонт. У меня просто-напросто при заведенном двигателе, при включенной передаче, цепь не вращалась, то есть не было движения. Вот. И, скажем, я опять вернулся, отдал пилу по ремонту. Сказали, что это была ваша вина, но идя навстречу, скажем так, как они говорят, покупателю, значит, они отремонтировали. Здесь было связано что-то вот со стопором, что якобы пила работала на тормозе. Но, честно говоря, у меня сомнения на эту тему. И через некоторое время, после того, как они отремонтировали ее, я опять начал работать с пилой, она даже перестала заводиться. То есть был такой момент. Здесь фильтр установлен. Ну что, я уже не поехал в гарантийную мастерскую. Я просто обратился к мастерам, которые у нас в городе Крымске занимаются пилами, мотоблоками и другой, значит, мототехникой для сада, огорода.
Ну и ребята мне отремонтировали, все в порядке, заменили детали некоторые, но Китай есть Китай. Особо ничего тут не попишешь с ним. Вот, поэтому у меня, скажем так, не очень радужное, скажем, настроение было, да, по этой пиле, и мне даже было желание ее в конце концов продать. Ну, как-то до продажи не дошло, я ее оставил себе. Что еще можно про эту пилу сказать? У нее есть система антивибрации, то есть она снимает, скажем, вибрацию на руки. Вот. Как эта система работает, я ничего не могу вам сказать, я не знаю. Но такая вот опция заявлена производителем на данную модель, на данную вот пилу. Теперь, если говорить о цене. На данный момент, то есть это сегодня декабрь, у нас 4 число, 2020 год, на Озоне данная пила стоит 6890 рублей. В Ситилинке она стоит 6690. То есть эта пила дороже 6500 рублей. Скажу сразу, я купил ее дешевле. Видимо, по весне была распродажа. Я ее купил в районе 5000 рублей. То есть почти на 1500 дешевле. Сравнивая сейчас, какая цена, по которой я брал, ну, хочу сказать, что, наверное, мне просто повезло. Ну и как я уже говорил, у меня две цепных пилы находятся. Одна электрическая, одна вот бензиновая. И теперь можно их сравнить. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, длина шины. Если у Хутора 20 дюймов, то у Калибра она 16. То есть разница заметно. Ну, вот так я поставлю, чтобы вам совсем было одинаково видно, да. Вот. То есть, ну, разница 4 дюйма, да. Скажу сразу, что, наверное, такая длинная шина, если вы обрезаете, скажем, ветки небольшой толщины деревья, это, наверное, и не надо, такая длинная шина. Но, опять же таки, я позарился на модель BS52, потому что на тот момент она была дешевле, с более длинной шиной, нежели модель BS50. Ну, естественно, я подумал, что раз более мощный двигатель, длинная шина, да, ну, и денег меньше стоит, возьму-ка я вот эту модель. Взял я вот 52-ю модель. Дальше. Конечно, если сравнивать с весом, однозначно, электрическая пила легче будет. Она меньше по размерам, то есть, как вы видите, менее такая габаритная. То есть, если это 7,5 килограмм, да, то электрическая, ну, килограмм 6, наверное, может даже меньше. Меньше габаритами она, ну и меньше заморочек, в том плане, что для того, чтобы завести бензиновый, вам нужно стартер дергать ручку. В данном случае вы просто нажимаете на кнопочку, раз, два, и у вас пила заработала. Обслуживание, конечно, бензин, заливаем бензин отдельно, значит, масло, смазывающая цепь, отдельно. Здесь же в электрическом варианте вы наливаете масло сюда, и вы здесь видите по уровню, сколько масла у вас осталось. Если говорить о Хуторе, этой машине, бензопиле, то здесь не видно уровень масла, сколько у вас осталось. То есть нужно откручивать лючок и смотреть, сколько там чего у вас осталось по уровню. Но это, скажем так, в сравнении уже я вижу, в чем отличие. Дальше. Дым. Ну, конечно, вы же работаете, вы же там бензобак. Идет выхлопы. И на видеоролике вы видели, как, скажем, идет запах. Не запах, а дым. В электрической, конечно, этого нету. В электрической, как я уже говорил, вы прекратили работать, у вас никакого шума нету. Что касается бензопилы, шум будет идти до тех пор, пока вы не заглушите двигатель. Еще
Значит, про бензопилу. Если, скажем так, натяжение пилы у электрической, оно происходит, скажем так, через доступный винт. Вот с этой стороны винт, да. Так, сейчас я вам разверну пилу. Вот, винт этот виден. Это вот винт для натяжения цепи. То, что касается бензопилы, натяжение, конечно, цепи более сложное, скажем так. Здесь винт есть. Так, сейчас посмотрю, чтобы было видно. Вот здесь он находится, винтик этот, да. Но вы не видите, есть такой механизм натяжения, он под этим кожухом находится, да. И когда вы установили цепь, шину, все, затягиваете этими болтами, вы не знаете, попал ваш вот этот натяжной стопор или нет в шину. Честно говоря, не совсем удобно это. На электропиле там механизм натяжения гораздо проще. Мне он, скажем, больше доверия вызывает, чем на этой пиле. Ну, наверное, в общем-то, это и все. Конечно, 2,8 киловатт мощность бензопилы и 2,2 у электрической. Есть разница, но и цена электрической в 2 раза дешевле, нежели бензиновая пила. И в конце итог. Что бы я рекомендовал из личного своего опыта? Покупать вам электрическую или покупать вам бензиновую пилу? Скажем так, проработав уже на участке почти год, ну, чуть меньше, я пришел к выводу, что большой надобности в бензопиле у меня не было. Я справлялся электрической пилой. Следовательно, то есть она легче, не такая, вроде как она не мощная, но нет у меня таких деревьев, да, там толщиной в полметра для того, чтобы валить их. То есть, но самое толстое это оказалось вот алыча, который я пилил. И ролик вы видели. Это самое толстое дерево. Все остальные деревья это 12-15 диаметров в диаметре, да, толщина дерева. И, скажем, ветки не такие большие, тоже там 5-6 сантиметров ветки. Все остальное можно просто там было сучкорезом как-то делить. Вот. Но пила, конечно, в хозяйстве должна. Я бы, наверное, все-таки вначале купил бы для себя электрическую пилу. Может быть, чуть-чуть помощнее, не 2,2 киловатта, а побольше, если такая будет. Но чем мощнее пила, тем она и дороже. Что касается цены, я вам уже сказал, что 6800, 6900, 6,5 это цена декабря месяца 2020 года на данную модель, на бензиновую пилу. Электрический, конечно, гораздо дешевле и расходников меньше, вам нужно просто электричество и длинный кабель. Это вот такое удобство. Если же вы выезжаете в лес и вам нужно валить дрова, или действительно вы занимаетесь, скажем, работаете на лесоповале, то, наверное, все-таки бензиновая пила здесь понадобится больше, чем электрическая. Вот. Но в конце я хочу сказать так, каждый выбирает свое, кому что больше надо. Опять же таки, ваш бюджет это ваш бюджет. Это было просто мое видение, мой обзор. И спасибо за внимание. Это с вами был я, Сергей Гуд, канал Viking Life. Понравился мой ролик, обзор, ставьте лайки, дергайте за колокольчик, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду рад услышать ваше мнение о данных двух цепных пил. Все, ребята, пока и всем привет из Молдаванки.